Рейтинги работают странно. Иногда фильм с оценкой 6 с небольшим оказывается точнее и сильнее, чем проект с громкой восьмеркой. Просто он не попал в нужный момент, не получил рекламной волны или вышел рядом с чем-то крупнее и потерялся в потоке. Я собирал этот выпуск как попытку вернуть внимание фильмам, которые работают точно, но почему-то проходят мимо широкой аудитории. 10 фильмов за последние 5 лет, с лета 21-го до начала лета 26-го. Каждый год представлен. Триллеры, криминальные драмы, судебные дилеммы, шпионские головоломки и один по-настоящему жесткий сельский конфликт, от которого не получается отвернуться. Все уже вышли, все доступны. Общий критерий один – жанровая точность, которую легко пропустить заранее, но трудно не оценить после просмотра. Здесь нет блокбастеров, которые и так у всех на слуху. Есть фильмы, которые работают тише, но попадают точнее. Некоторые из них снимали режиссеры с большими именами, а зритель все равно прошел мимо. И первый начинается в обычном дворе скандинавского жилого комплекса, где дети играют так, что взрослые предпочитают этого не замечать. Летний двор, бетонные дорожки, детская площадка между типовыми домами. Ида переезжает с семьей в новый жилой комплекс на окраине норвежского города. Старшая сестра – аутист, мать измотана, отец почти всегда на работе. Обычная скандинавская рутина, в которой никто не ждет ничего странного. Но во дворе Ида знакомится с другими детьми, и очень быстро становится ясно, что привычные правила здесь больше не работают. Один из них может двигать предметы, другой чувствует чужие мысли, третья замечает то, чего взрослые замечать не способны. Все начинается как тихая игра, где границы пока не видны. Но расстояние между игрой и настоящей опасностью сжимается раньше, чем кто-либо из взрослых успевает вмешаться. И двор, который казался безопасным, начинает жить по собственным правилам. Режиссер и сценарист Эскиль Вогт строит фильм так, что фантастический элемент ни разу не выглядит как спецэффект. Способности детей проявляются буднично, почти незаметно, и именно поэтому каждый следующий сдвиг ощущается тревожнее предыдущего. Камера наблюдает за дворами, подъездами, пустыми лестничными клетками и площадками так, будто само пространство ждет момента, когда контроль будет потерян окончательно. Ракель Ленора Флотум в центральной роли передает состояние ребенка, который начинает понимать масштаб того, что происходит вокруг, задолго до того, как это заметит хоть кто-то из взрослых. Ее Ида действует осторожно, наблюдает и пытается разобраться, но мир вокруг нее уже сдвинулся. «Паранормальные» участвовали в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, но массовый зритель их почти не заметил. Фильм не пугает громкими ударами, не торопится с кровью и не строит привычную жанровую горку. Он давит иначе, через тишину, детские жесты, случайную жестокость и нарастающее ощущение, что двор перестал быть безопасным местом еще раньше, чем взрослые вообще поняли, что происходит. «Паранормальные» лучше включать не ради привычного хоррора, а ради редкого ощущения. Зло здесь не врывается в кадр, оно будто вырастает из обычного детского взгляда. Вопрос только в том, до какого момента детская жестокость остается просто игрой. После открытого двора из «Паранормальных» камера будто захлопывает дверь. Теперь угроза живет не между домами, а в комнате, где каждый шов, пауза и взгляд могут выдать человека раньше слов. Чикаго, 50-е годы. Леонард – лондонский портной, который давно перебрался в Америку и ведет тихое ателье в городском квартале. Костюмы он шьет безупречно, разговаривает мягко, клиентов не торопит и никогда не вмешивается в то, чем занимаются люди за пределами его мастерской. Среди тех, кто заходит к нему регулярно, есть и люди из ирландской мафии. Для них ателье работает как удобная точка для обмена посланиями. Леонард об этом знает, но держит дистанцию. Однажды ночью в его мастерскую врываются двое – раненый сын влиятельного бандита и его спутник. Дверь закрывается. С этого момента тихое ателье превращается в замкнутую зону, где каждое слово может сдвинуть баланс сил и поставить под удар всех, кто оказался внутри. Ограничение до одного помещения здесь не выглядит театральностью. Грэм Мур держит ателье как механизм ловушки. Диалоги, паузы, ножницы на столе, ткань, манекены и запертая дверь работают не как декор, а как части давления.
Марк Райланс играет Леонардо так, что его легко принять за безобидного ремесленника, но каждая реплика ложится слишком точно, чтобы быть случайной. Леонард знает о каждом предмете в комнате, и зритель постепенно начинает понимать – это знание – его главное преимущество. Костюм легко пропустить. Камерный фильм без погонь, без перестрелок, без масштабных декораций. Но именно в этой тесноте рождается его сила. Напряжение здесь выстроено целиком на языке, на том, что говорится, и на том, что намеренно замалчивается. Главное удовольствие здесь – смотреть, как криминальная интрига держится без единого выстрела, на паузах, тоне голоса и человеке, который слишком хорошо знает цену молчанию. Ошибка – принять тишину за слабость. В этом ателье она опаснее любого оружия. После закрытого ателье костюма криминальная ловушка выходит на улицы Лос-Анджелеса. Здесь давление создает уже не мафия за дверью, а обычная жизнь, в которой честная работа перестала быть нормальным выходом. Эмили живет в Лос-Анджелесе и тонет. Студенческий долг давит, судимость из прошлого закрывает любую нормальную работу, собеседования заканчиваются одинаково – вежливым отказом. Даже те позиции, которые выглядят доступными, требуют чистой биографии, и у Эмили ее нет. Когда через знакомого ей предлагают подработку по схеме с поддельными кредитными картами, Эмили соглашается. Первая сделка проходит быстро, деньги приходят сразу, и на секунду кажется, что система наконец повернулась к ней лицом. Но каждая следующая операция поднимает ставку, суммы растут, люди вокруг становятся жестче, а расстояние до настоящей опасности сокращается быстрее, чем Эмили готова признать. Схема, которая выглядела как простой заработок, затягивает глубже с каждым шагом. Режиссер и сценарист Джон Паттон Форд снимает это без романтизации криминала и без морализаторства. Камера держится близко к героине. Город вокруг нее выглядит буднично и безразлично. Парковки, офисы, дешевые квартиры, очереди в приемных. Обри Плаза в роли Эмили играет человека, у которого злость и расчет живут на одном лице. И именно эта смесь делает каждую сцену непредсказуемой. Ее героиня не вызывает ни жалости, ни осуждения, только напряженное внимание к тому, где проходит черта, после которой возврат невозможен. Город вокруг не помогает и не мешает, он просто существует, и ему все равно. Фильм прошел тихо. Небольшой бюджет, минимальный прокат, почти нулевая рекламная поддержка. Но это один из самых честных портретов экономического давления, снятых за последние годы. Для меня сила преступницы Эмили именно в том, что фильм не оправдывает героиню, но заставляет слишком хорошо понять маршрут, по которому она туда пришла. Вопрос, который остается после просмотра, неудобный. А что бы выбрали вы на ее месте? В «Преступнице Эмили» давление шло изнутри. Город, долги, система, которая выдавливает человека за черту закона. В «Хищниках» давление приходит извне. Тихо, через забор, через взгляд соседа, через разговоры, которые с каждым днем становятся чуть грубее и чуть откровеннее. Французская пара, Антуан и Ольга, переезжает в глухую испанскую деревню, покупает дом, разбивает огород, пытается начать спокойную жизнь вдали от города. Место красивое, воздух чистый, соседей немного. Но двое местных братьев с самого начала не принимают чужаков. Сперва это проявляется в мелочах – косые взгляды, грубые замечания, мусор у ворот. Постепенно мелочи уплотняются в систему давления, которая работает без закона, без формальной угрозы и без единого удара, но ломает повседневность так, что каждый новый день требует от Антуана решения – остаться или уйти. Земля, дом, привычки – все то, ради чего они переехали, превращается в зону, где безопасность стоит дороже с каждой неделей. Режиссер Родриго Сарагоен выстраивает фильм на медленном, почти гипнотическом ритме. Камера фиксирует пейзажи, поля, горы, тропинки между домами. И чем красивее кадр, тем сильнее ощущение, что в этой тишине скрыта угроза, у которой нет срока давности. Дэнни Миноше в центральной роли играет человека, чье терпение становится одновременно его защитой и его уязвимостью. Он отказывается уезжать, отказывается подчиняться, и именно это упрямство превращает бытовой конфликт в испытание, где на кону уже не огород и не забор, а достоинство, безопасность и право жить там, где хочешь.
«Хищники» — испано-французское производство, и за пределами фестивальной аудитории фильм почти не обсуждался. Его легко пропустить из-за спокойного темпа и отсутствия жанровых маркеров, без оружия, полиции и музыкальных подсказок. Но за этим спокойствием прячется одна из самых жестких драм о столкновении чужого и местного, снятых за последние годы. Это кино не ускоряется ради зрителя и не объясняет конфликт громкими репликами. Оно просто ставит людей рядом, оставляет между ними землю, обиду и страх, и показывает, как быстро обычное соседство превращается в войну на истощение. После деревни, где каждый метр земли становится поводом для вражды, особенно резко работает другая география – пустой перекресток в Аризоне. Здесь никто ни за что не держится, но уйти все равно не получается. Камевояжер останавливается у захолустного перекрестка где-то в Аризоне. Заправка не работает, бензовоз еще не приехал, а рядом дешевая закусочная с парой случайных посетителей. Жара за окном, кофе на стойке, хозяйка за прилавком. Ситуация выглядит скучной и безопасной, пока в заведение не заходят двое, чье поведение сразу выделяется на фоне пыльной рутины. С этого момента каждый человек внутри становится заложником общего пространства, где нарастающее подозрение мешает уйти, а случайное движение может запустить цепочку, которую уже никто не остановит. Закусочная превращается из случайной остановки в замкнутую ловушку, где каждый новый посетитель добавляет неизвестную переменную. Фрэнсис Галуппи сжимает фильм до одной локации и ограниченного круга персонажей, поэтому появление очередного человека меняет расклад. Напряжение держится на ожидании. Кто первый ошибется? Кто первый выдаст себя? Кто из этих случайных людей окажется опаснее, чем выглядит? Джим Каммингс точен в образе человека, который слишком рано понял, что оказался в ловушке. Пространство давит не масштабом, а теснотой. Стены, окна, парковка перед входом – все это становится частью механизма, который закручивается без команды. Ограбление по-аризонски выглядит простым. Одно место, несколько людей, жара за окном. Но эта простота обманчива. Фильм работает как часовой механизм, где каждая деталь двигает стрелку к точке, из которой нет мирного выхода. Это как раз тот случай, когда маленькое пространство работает сильнее большого бюджета. Чем меньше у героев выхода, тем заметнее становится каждая пауза, взгляд и ошибка. И чем тише в закусочной, тем сильнее хочется оглянуться. Камерная ловушка у шоссе сменяется другой формой замкнутого пространства – залом суда. Только теперь опаснее не тот, кто вошел с оружием, а тот, кто молча приходит смотреть на чужую боль. Келли Анн – молодая женщина, которая одержимо посещает заседания по громкому делу. Она не журналист, не родственник жертвы и не студент юридического факультета. Она просто приходит, занимает место в зале, смотрит на подсудимого и слушает. День за днем. Вокруг процесса постепенно формируется тревожная зона внимания. Другие наблюдатели, публика, медийное давление. Но камера фильма держится именно на Келли Анн, и с каждым заседанием становится яснее, что ее интерес к делу выходит далеко за пределы обычного любопытства. Она запоминает детали, ищет информацию вне зала, и ее поведение начинает вызывать вопросы, ответы на которые фильм не спешит давать. Паскаль Планте выстраивает повествование почти целиком на наблюдении. Здесь нет погонь, нет детективных разгадок в привычном смысле, нет сцен, где героиня объясняет свою мотивацию вслух. Вместо этого холодные коридоры суда, экраны телефонов, цифровые следы и лицо Жюльет Гарьепи, которое выдает ровно столько, сколько нужно, чтобы зритель не мог отвести взгляд, но и не мог до конца понять, что именно он видит. Гарьепи в центральной роли работает с минимумом слов и максимумом внутреннего напряжения. И именно эта сдержанность превращает наблюдение в пружину, которая затягивается все туже. «Красные комнаты» — канадский фильм, который даже на фестивальном уровне собрал меньше внимания, чем заслуживал. Сила фильма в том, что он почти не повышает голос. Он просто заставляет смотреть на человека, который смотрит слишком внимательно, и постепенно делает само наблюдение главным источником тревоги. Зал суда здесь ощущается опаснее темного переулка. После него остается тревога, которую сложно сформулировать вслух и невозможно быстро забыть.
После судебного зала из красных комнат, где наблюдение само становилось источником тревоги, Rebel Ridge переносит давление в маленький город. Здесь система выходит из зала и становится противником. Человек приезжает с простой целью, а город отвечает ему так, будто простых целей здесь не бывает. Терри Ричмонд – бывший военный, который приезжает в провинциальный городок, чтобы внести залог за кузена. Сумма при себе, цель ясна, план прост. Но на подъезде к городу полиция останавливает его и забирает деньги через механизм гражданского изъятия – легальную процедуру, при которой у человека можно конфисковать наличные без обвинения и без суда. Терри остается без средств, без рычагов и в среде, где местная власть привыкла решать вопросы тихо и на своих условиях. Каждая попытка действовать в рамках закона натыкается на стену, которая выглядит ровно настолько официальной, чтобы ее нельзя было обойти простым упрямством. Город не угрожает напрямую, он просто не оставляет пространства для маневра. Режиссер, сценарист и монтажер Джереми Сонье строит фильм как нарастающее столкновение одного человека с целой инфраструктурой давления. Аарон Пьер в роли Терри Ричмонда играет персонажа, чья сила держится на выдержке, расчете и холодной самодисциплине. Каждая сцена, где герой сдерживается, усиливает ожидание момента, когда сдерживаться станет невозможно. Город вокруг него не декорация. Дороги, участок, административные коридоры и парковки у здания суда – все ощущается как механизм, который медленно поворачивается против одного человека. Rebel Ridge вышел на стриминге в сентябре 24-го и получил крепкий зрительский отклик, но в широком прокате так и не появился. А между тем, это один из самых точных экшн-триллеров последних лет, где действие вырастает из системного конфликта, а погони и зрелищность остаются вторичными. Героя здесь прижимает сам порядок вещей. И главный вопрос звучит иначе: сколько придется заплатить за право не отступить? В Rebel Ridge закон работал как стена, формально чистый, а по сути непроходимый. В присяжном номер 2 закон становится еще опаснее, потому что теперь он давит изнутри. Человек сидит в зале суда, слушает показания и постепенно понимает, что дело, которое он должен рассудить, касается его лично, и каждое следующее заседание делает молчание тяжелее. Джастин Кемп – обычный семьянин, которого выбирают присяжным на процессе об убийстве. Сначала все выглядит стандартно – обвинение, защита, улики, свидетели. Но уже на первых заседаниях Джастин осознает, что факты дела пересекаются с событием из его прошлого так близко, что объективное участие в процессе становится невозможным. Проблема в том, что заявить об этом значит поставить под удар свою жизнь, семью и репутацию. Промолчать значит принять участие в решении, которое может уничтожить невиновного. Между этими двумя вариантами нет безопасного коридора, и зритель чувствует это давление вместе с героем. Клинт Иствуд снимает эту историю спокойно и точно, без лишних подчеркиваний и без музыкальных подсказок, которые обычно сопровождают судебные драмы. Судебные сцены работают через напряжение между словами. Каждая реплика адвоката, каждый ответ свидетеля меняет положение героя. И камера фиксирует это через лицо Николаса Холта. В роли Джастина Кемпа Холт передает состояние человека, который каждый день возвращается в зал суда, зная больше, чем имеет право знать. И его молчаливая работа в кадре ценнее любого монолога. После фестивальной премьеры фильм получил минимальный прокатный масштаб, и большая часть зрителей о нем просто не услышала. Между тем, «Присяжный номер 2» – одна из самых цельных судебных драм последних лет. Здесь не нужен громкий поворот или финальная речь с овацией. Достаточно одного человека, одного зала и одной дилеммы, которая с каждым заседанием становится тяжелее. Здесь важен не внешний конфликт, а медленное внутреннее давление, когда человек понимает, что правильный ответ на словах и правильный поступок в жизни не одно и то же. И эта дилемма из тех, на которые легко ответить на словах и почти невозможно в жизни. Когда правовая дилемма упирается в молчание одного человека, следующий фильм сжимает доверие еще сильнее – «До семейного ужина». Здесь подозрение входит в дом аккуратно, без крика, как служебная привычка.
Джордж Вудхаус – агент британской разведки, который узнает, что в ведомстве произошла утечка секретного проекта. Круг подозреваемых узок, времени мало, а ставки максимальные. Среди тех, на кого падает тень, оказывается его собственная жена. Такой же кадровый разведчик с допуском к закрытой информации. Задача Джорджа – найти источник утечки, не раскрывая масштаб подозрений. Но чем глубже он продвигается, тем сложнее отделить профессиональную дистанцию от личного доверия. Каждый жест жены, каждая ее пауза, каждое необъяснимое отсутствие может быть как невинным, так и частью чужого сценария. Подозрение отравляет быт, и дом, который раньше был территорией безопасности, начинает работать как закрытое пространство проверки. Содерберг не разгоняет историю до привычного шпионского аттракциона. Он держит ее сухо и собранно. Короткие взгляды, точные мизансцены, разговоры, в которых каждый ответ звучит как часть проверки. То, что режиссер сам отвечает за камеру и монтаж, здесь чувствуется в контроле ритма. Фильм будто все время наблюдает, кто первым выдаст себя паузой. Сценарий Дэвида Кэпа работает как механизм, где каждый новый факт одновременно объясняет и запутывает, а Майкл Фассбендер превращает профессиональную выдержку героя в источник уязвимости. «Черный чемодан. Двойная игра» вышел в 2025 году и у критиков прошел заметно сильнее, чем у массового зрителя. Фильм тихий, камерный, без погонь и перестрелок, и для многих это оказалось неожиданностью в шпионском жанре. Но именно в этой сдержанности его точность. Он лучше всего работает в настроении, когда хочется шпионской истории без шума. Не про погоню, а про момент, когда любимый человек делает паузу, и этой паузы уже достаточно. Финальная тревога здесь простая и неудобная. Можно ли доверять тому, кого любишь, если оба вы научены лгать профессионально? После шпионской игры, где правда прячется в браке, финальный фильм возвращает жанр к открытому пространству. Солнце, трасса, деньги и план, который должен работать идеально, пока за ним не начинают наблюдать. Опытный грабитель работает вдоль трассы 101. Его стиль – аккуратность, контроль и минимальный шум. Каждое дело спланировано, каждая деталь на месте. Очередная операция обещает серьезные деньги, но за ним уже следит принципиальный детектив, который ведет расследование терпеливо и методично. В игру входят чужие интересы, новые участники и обстоятельства, которые давят на план сильнее, чем герой ожидал. Крис Хемсворт в центральной роли работает в непривычном для себя регистре. Вместо физической мощи – расчет, хладнокровие и точность движений, которые делают его персонажа убедительным именно там, где обычно ждешь взрыва. Его грабитель опасен дисциплиной, а привычный силовой образ здесь почти не работает. Барт Лейтон строит фильм на основе повести Дона Уинслоу «Преступление 101» и переносит криминальную интригу в пространство, где ограбление выглядит не как шоу, а как профессия. Лос-Анджелес, побережье, дневной свет и трасса работают на контрасте. Вокруг все открыто и спокойно, но внутри плана накапливается напряжение, где любая мелочь может разрушить всю конструкцию. Город здесь становится участником операции. Его ритмы, расстояния и пустоты задают темп преследования. Фильм вышел в феврале 2026 года и уже собрал крепкий, но относительно скромный зрительский отклик. Между тем, это один из тех проектов, где жанровая работа выстроена на точности, а не на громкости. Ограбление в Лос-Анджелесе интересно именно тем, что не пытается казаться больше своего жанра. План, среда и персонаж здесь работают вместе, а развязка зависит от деталей, которые легко пропустить. Хороший криминальный фильм заставляет следить за руками, отличный заставляет следить за паузами. 10 фильмов за 5 лет, и ни один из них не получил того внимания, которое заслуживал. Причины разные. У кого-то не было рекламного бюджета, кто-то вышел рядом с крупным блокбастером и потерялся в его тени, кто-то оказался слишком тихим для быстрого скролла в ленте. Но общий признак у всех 10 один. Каждый из этих фильмов точнее работает с жанром, чем большинство проектов, о которых говорили все. В костюме целый криминальный триллер построен на одной комнате и одном голосе. В «Красных комнатах» тревога нарастает из простого наблюдения, без единого крика и без единого удара. В «Присяжном номер 2» моральная дилемма давит сильнее любого внешнего конфликта, и многие зрители об этом фильме даже не слышали. Недооцененный фильм – это не всегда маленький или слабый фильм.
Иногда это сильная работа, которая просто не попала в правильное окно внимания. Она не кричала, не обещала шок и не выстраивала рекламную воронку. Она работала тихо, и именно поэтому попала в этот список. Если среди этих 10 есть хотя бы один фильм, о котором вы раньше не слышали, начните именно с него. Иногда лучший зрительский опыт начинается не с громкой премьеры, а с фильма, который просто вовремя вернули на радар. А если у вас есть свой вариант преступно недооцененного фильма за последние 5 лет, напишите его в комментариях. Интересно собрать настоящую карту того, что незаслуженно прошло мимо зрительских радаров. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, и до встречи!